Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я покажу, как установить вытяжной вентилятор с обратным клапаном в санузле. У нас есть такой санузел. В нем пробито небольшое отверстие для вентиляции. И проблема в том, что при сильном ветре идет обратный поток воздуха с нижних этажей, затягивая сюда, в это помещение. Поэтому необходимо сделать систему вытяжной вентиляции с обратным клапаном. Мы приобрели такой вытяжной вентилятор с обратным клапаном фирмы Stihl DOS-Pay диаметром 10 сантиметров. Это самый минимальный размер, который есть. Вентилятор укомплектован обратным клапаном с пластмассовыми шторками, жалюзями. Они подпружинены маленькой пружинкой, и установлено все это дело на вытяжной вентилятор, который оборудован выключателем с цепочкой и проводом с вилкой. Но нам нужны длиннее провода, поэтому мы сейчас его уберем, подключим более длинный, а также необходимо будет увеличить отверстие для вытяжного вентилятора, потому что диаметр сейчас немножечко меньше. Для начала необходимо закрепить обратный клапан на вытяжном вентиляторе, потому что изначально с завода большой идет зазор, и он шатается. Мы можем потерять его в вентиляционной шахте. Для этого мы воспользуемся обычным широким скотчем. Одеваем клапан на вентилятор так, чтобы жалюзи были строго вертикальны, ни ниже, ни выше. И после этого по периметру круга обматываем скотчем 2-3 слоя для лучшей гарантии, что он не выпадет. Теперь необходимо сделать разметку места, где мы будем делать отверстие для вытяжного вентилятора. Подносим его к отверстию и смотрим, где нам что мешает. Здесь слева находится этот бойлер, поэтому нужно немножечко правее сделать отверстие, чтобы не мешал он монтажу. Видно, что нам как раз нужно выбить вот эту замазанную часть. Для того, чтобы расширить отверстие в бетонной стене, я воспользуюсь перфоратором с насадкой лопаткой плоской. Начнем небольшими ударами плавно выбивать с правой стороны отверстие. Вот отверстие для вытяжного вентилятора готово, и можно померить его. Вентилятор заходит с небольшим запасом, то, что нам нужно, потому что мы хотим поставить его немножечко завалом в эту сторону, чтобы задние лепестки жалюзи были постоянно закрыты при неработающем вентиляторе. Теперь необходимо снять переднюю крышку. Она снимается отщелкиванием на маленьких защелочках, поэтому вы ее не поломаете. А нижней части слегка ослабляем зажим, и выходит она из своего места. Как видите, здесь есть подключение с помощью такой объемной части. Нам необходимо заменить этот провод, потому что у нас будет длинный. И в эти отверстия закрепить сам вентилятор в стену, помимо монтажной пены. Для начала мы снимем провод подключения вентилятора. Здесь нужна плоская отвертка маленькая. Откручиваем зажимы. После этого снимаем фиксатор изоляции провода и приступим к подключению нового провода. Вставляем провода в зажим и фиксируем. Нам микровыключатель
не понадобится, поэтому мы подключим эту систему напрямую, минуя микровыключатель. Для этого отсоединяем провода от микровыключателя и клеммника и подсоединяем напрямую. С усилием вытягиваем контакт и подсоединяем провод от вентилятора напрямую к этому зажиму. Проверяем зажим проводов, чтобы не было нагрева. И можно фиксировать его на свое место, как он был изначально. Теперь фиксируем оболочку провода. На следующем этапе мы сделаем разметку мест просверления отверстий, которые будут крепить этот вентилятор. Для того, чтобы был наклон немножечко сюда, я использую небольшую подкладку, которая будет находиться в задней части вентилятора. Вот здесь будут отверстия для крепления дюбель гвоздей. И просверлим отверстие. Теперь забиваем дюбеля отверстия, которые мы сделали. На следующем этапе перед фиксацией мы сделаем герметизацию с помощью монтажной пены. Для того, чтобы она хорошо приставала к стенам и пластику, необходимо слегка смочить стены, чтобы убрать пыль, побелку, которая ухудшает адгезию. Чем больше воды, тем быстрее застынет пена и расширится. Хорошо пену перемешиваем и наносим очень тонким слоем. И контрольно запениваем все эти негерметичности, которые есть по бокам. После этого необходимо установить на провод новую вилку. Вилка будет фирмы Neomax, имеет довольно хорошее качество. Будем ее устанавливать. Вывод заземления здесь не используется, а используем только два провода, фаза и ноль. Теперь необходимо очистить провода от изоляции, замерив предварительно их на вилке. Снимаем примерно этот уровень будет по изоляции, и вот это общая изоляция.
Продеваем провод в вилку. Подсоединяем контакты. Теперь можно проверить, как работает вентилятор. Включаем сеть и посмотрим. Как видно, вентилятор работает в штатном режиме. Значит, мы подключили его правильно. Осталось дождаться, пока застынет пена, и установить сверху защитную сетку и колпачок. И осталось установить на место защитную накладку. Она просто прищелкивается на свой разъем сверху и по бокам. Главное, чтобы провод был на своем месте и ничего не мешало. Вы были на канале Дела Мастера Боится. Смотрели видео о том, как установить вытяжной вентилятор с обратным клапаном в туалете. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!